Друзья, всем привет! С вами канал StableD. Сегодня поговорим про локальную модель для онлайн-перевода из Conf.ui. Встречаются люди, у которых либо нестабильно работает онлайн-перевод, либо он вообще не работает, либо хочется просто автономной работы без зависимости от интернета. И смотрите, какие должны быть требования, по идее, к этой модели. Она должна быть компактной, но в то же время точная. И такая модель есть. Это HiMT 1.5 1.8b. Это всего лишь 1.8 миллиарда параметров. Посмотрите на размер этой модели в квантизации Q4. Это 1,13 гигабайта. Это очень компактная модель. Существуют еще другие квантизации, например, вот такая вот уже примерно 2 гигабайта, но существуют еще квантизации даже меньшие, которые на сотовый телефон можно поставить, но они работают уже немножко похуже. Вот такая вот модель я ее протестировал, работает очень здорово, она прямо моментально загружается и выдает, в принципе, достойный перевод. Эта модель поддерживает 33 языка, в том числе русский, английский, китайский, немецкий, французский и так далее. Все основные языки она поддерживает и в ту, и в другую сторону. Разработчик заявляет, что эта модель на уровне гугловского либо майкрософтского переводчика, но сказать, что это вот прям действительно так, очень сложно. То есть нужны какие-то более значимые тесты. Я небольшие тесты провел, и мне, честно говоря, эта модель очень понравилась. Также разработчик говорит, что эта модель примерно на уровне Qwen 3, 32 миллиарда параметров в качестве переводчика работает. И тут вот я хотел бы сказать, почему вообще я на эту модель обратил внимание. Эта модель специально под перевод заточена. Мы, конечно же, можем какой-нибудь там Qwen 3 взять, либо Qwen 3.6 им переводить, но это ресурсоемкие модели, они достаточно большие, они будут долго загружаться, долго работать. А нужна модель, которая быстро переводит и которая будет переводить так, что мы в принципе не заметим, что это онлайн-переводчик, либо это локальный переводчик. По крайней мере, он будет по скорости нас никак не тормозить и переводить абсолютно так же быстро. И поскольку эта модель еще является LLM, а не простым онлайн-переводчиком, то здесь можно дать модели абзац текста, чтобы она правильно перевела многозначное слово в нужном предложении. А также она поддерживает словари, позволяет загружать глоссарий, чтобы жестко зафиксировать перевод названия брендов или специфических терминов. Это все можно писать в системном промпте этой модели, чтобы она правильно ориентировалась в нужном переводе. Но, по сути дела, для перевода промптов это, наверное, не особо актуально, но, тем не менее, такие возможности здесь тоже есть. Итак, давайте поговорим о том, как мы будем эту модель использовать из Conf.ui. Я вам предлагаю установить LM Studio. Здесь очень комфортно можно эту модель скачать и также комфортно ее в Conf.ui применять. Можно также использовать Olama. Также можно использовать Olama CPP. В принципе, во всех этих веб-интерфейсах эта модель будет поддерживаться. Я вам предлагаю через LM Studio. Давайте нажмем вот здесь вот на сайте «Скачать», скачаем экзешник и установим LM Studio. Теперь мы открываем LM Studio. Здесь нам нужно будет перейти вот сюда, вот по вот этой иконочке нажать в поиск модели. Вот здесь пишем Hi-MT, это название этой модели, и находим все модели с таким названием. Первое вот это название от Tencent, это разработчик этой модели, и предпочтительнее скачать, наверное, его. 20 тысяч скачиваний в этой модели и 94 лайка. Здесь вы можете ориентироваться, насколько хороша модель, это популярна либо нет. Если вас по каким-то причинам не удовлетворит вот такая модель 1.8b, есть еще более большая модель 7b. Опять же, эта модель заточена именно под перевод, она будет значительно лучше переводить, чем даже более большие модели, но не заточенные под перевод. Я вам предлагаю скачать для начала вот такую маленькую модель 1.8b. Наверняка эта модель вас устроит, и она будет значительно быстрее, чем вот такая 7b модель. Здесь мы можем нажать, выбрать вариант квантизации. Вариант предпочтительный здесь Q8, но эта модель уже в 2 раза больше. В принципе, она в любом случае будет достаточно быстро загружаться и быстро работать. Но я пошел таким путем. Я скачал вообще самую простую здесь модель. Это Q4. Мы сейчас будем тестировать именно на самой простой модели. Видите, вот такая модель у меня скачана. Если вы хотите, например, Q8, нажимаем вот сюда, вот нажимаем Download, дожидаемся, пока эта модель загрузится. После этого, когда она у вас загрузится, мы нажимаем вот здесь вот и включаем вот этот сервер, если он у вас еще не включен. После того, как он у вас будет включен, мы уже сможем обращаться к LM Studio из любого веб-интерфейса, в данном случае из Conf.ui. Итак, запускаем Conf.ui и сюда мы можем закинуть вот такую вот схему. Вы ее можете на Boost скачать, но это совершенно не обязательно. Сейчас я вам покажу. Я специально подготовил узлы. Специально вам буквально здесь один узел нужен. Никакой там грандиозной схемы не нужно, если вы только хотите сами потестировать.
Но сейчас вы все узнаете, здесь все очень предельно просто, и в любую схему, которая у вас есть, вы сможете такой переводчик очень легко добавить. Итак, давайте мы начнем с перевода русский-английский, и мы будем переводить сначала на английский язык, а потом отсюда же переведем с английского на русский язык и посмотрим, насколько у нас гистерейс вот этот вот будет, то есть начальный текст и конечный текст, насколько они будут отличаться при двойном переводе в ту и в обратную сторону. Я подготовил вот такой вот небольшой текст. Сейчас я первый абзац вам зачитаю. Вчера я решил прогуляться по парку, чтобы проветрить голову после долгого рабочего дня. Пока я шел, мне пришла в голову мысль, насколько точно современные алгоритмы могут передать человеческие эмоции. Рассмотрим простой пример. Фраза «он за словом в карман не полезет». В общем-то, вот такие вот я слова, я здесь в кавычках пометил. Посмотрим, как она их переведет, потому что это достаточно, наверное, сложно для модели, которая всего лишь 1 гигабайт весит. Ладно, с текстом хватит. Давайте теперь посмотрим на узел, который будем использовать. Смотрите, я свои узлы немножко обновил и добавил сюда узел для работы с LM Studio. Во-первых, здесь можно прописывать вручную системный промпт, можно выбирать системный промпт из пресетов. Я здесь подготовил некоторые пресеты. Английский, перевод на английский, соответственно, перевод на русский, перевод на китайский. Короткий ответ, в том числе и входное изображение можно подцепить и получить на это изображение короткий ответ. Можно image description, то есть описание изображения, там более полный промпт написано без оформления и на английском языке. То есть вот такой тоже промптик. И вы сможете вот такие пресеты сами дополнять. Это все делается очень легко. Во-первых, вам нужно скачать вот такие вот узлы. Можете просто здесь скопировать вот этот адрес и перейти в Config и нажать здесь Install via Git URL. Сюда их вставляем, нажимаем Confirm. Либо найти мои узлы, вот здесь Custom Nodes, здесь пишем Orox, и вот они мои узлы. Нажимаем здесь Install, у вас будет кнопка, и устанавливаете эти узлы. Если они у вас уже установлены, то их нужно будет обновить, либо нажать Try Update, чтобы их принудительно обновить, потому что они конкретно поменялись от того, что было. Далее здесь мы можем выбрать все доступные модели в LM Studio, чтобы не прописывать вручную, все там не копировать, как было раньше, а просто все модели, которые у вас в LM Studio доступны, они здесь у вас тоже будут доступны. Если вы сейчас перейдете в LM Studio и скачаете здесь новую модель какую-то, она сразу здесь не появится. Вам нужно перейти на английскую раскладку клавиатуры и нажать кнопку R. И в этом случае у вас, видите, будет обновление всех доступных моделей, и в том числе вот этих моделей тоже. То есть перезагружать Conf.ui, если вы скачали только что новую модель в LM Studio, вам не нужно. Просто нужно обновить доступные модели. В данном случае мы выбираем HMT 1.5, 1.8b, вот такую модель. Здесь мы можем отключить либо включить, вот в данном случае я сейчас включил, размышления, вывод размышлений от модели. В данном случае это модель без размышления, но бывают модели, которые поддерживают респонсинг, так называемые размышления. Если вы хотите, чтобы эти размышления вот здесь в конечном итоге отображались, то вы включаете. Если нет, то мы их просто отключаем. Auto-unload – это выгрузка модели после ее отработки. Если у вас немного видеопамяти, естественно, оставляете true. Ну и по сути дела, такая модель, она совсем небольшая, ее можно выгружать и загружать очень быстро. Поэтому оставляем здесь true, чтобы не задействовать вашу видеопамять в пользу вот этой модели. А сид можно вручную менять, можно выбрать рандомайз. Если вы генерируете изображение, не хотите, чтобы у вас каждый раз подсказка менялась, то оставляем fixed. Если хотим, чтобы подсказка каждый раз была разная, то выбираем рандомайз. В этом случае у вас генерации будут максимально разные с разным промптом. Но если мы сейчас переводим, да, здесь все-таки у нас промпт забит для перевода, но максимально точный. То есть он будет очень повторяемый. Если вы будете использовать какие-то другие модели для генерации подсказок, там, например, Qwen какой-нибудь 3, либо 3.6 VL, да, чтобы описывать изображение, и каждый раз у вас описание было немножко разное. Это можно здесь тоже делать. В этом узле он универсальный совершенно. То есть в этом случае вы можете просто здесь рандомайз поставить, и у вас каждый раз будет разный промпт. Контекст length – это тоже очень важный параметр. Дело в том, что потребление вашей видеопамяти, если вы будете большие модельки, да, использовать, то они будут еще зависеть от контекста, который вы используете. Например, если вы работаете в LM Studio, да, и здесь, выбираете какую-нибудь модель там, давайте вот так нажмем, здесь у нас есть контекст. Вы можете в ней в LM Studio работать с достаточно большим контекстом. И чтобы каждый раз в LM Studio не переходить, здесь его не переключать, мы это можем сделать прямо вот здесь. Просто выбрать нужный контекст. 4000 токенов вполне хватает для любого, в принципе, перевода, касаемо вот генерации изображений.
Максимальное количество токенов на выходе — это сколько у нас токенов будет вот здесь на выходе. Если что-то не поместится, оно просто здесь обрежется. Так, и теперь еще вот такие вот у нас здесь есть параметры. Они по умолчанию выключены, соответственно, они берутся уже из самой LM Studio. Все, что там задано для модели, сдаются здесь вот эти параметры для модели. А вот здесь, где мы выбираем саму модель, нажимаем вот здесь Inference, и вот здесь вот мы можем вот эти вот параметры задавать, и они здесь запомнятся, и каждый раз, когда вы будете использовать данную модель, они у вас будут применяться. Это temperature, top-k, penalty, top-p, в общем-то, вот эти основные параметры. А мы здесь можем в этом узле их переназначить, если мы нажимаем вот эту вот кнопку и их включаем, соответственно, мы здесь теперь задаем temperature, top-k, top-p, repeat penalty. Итак, давайте запустим этот переводчик, нажимаем Run. Давайте посмотрим, насколько быстро эта модель загрузится, отработает и переведет нам текст, и как она его переведет. Первый перевод у нас состоялся за 4,7 секунды. Модель загружалась, а второй перевод уже за 2,1 секунды. Вот такой вот быстрый перевод, буквально за 10 секунд туда и обратно, загрузкой и выгрузкой модели. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Вот так вот два узла я этих здесь поставлю. Вы сможете на паузу поставить и прочитать их. При двойном у нас переводе туда и обратно вот такой вот перевод в итоге получился. Это у нас исходный текст. Вчера я решил прогуляться по парку, чтобы отвлечься после долгого рабочего дня. Слово «отвлечься» он перевел вместо «проветрить голову». Но по логике, в принципе, похоже тоже. Проходя мимо, у меня возник вопрос, насколько точны современные алгоритмы в распознавании человеческих эмоций. Рассмотрим простой пример. Фраза «он не стесняется использовать слова» не имеет никакого отношения к одежде. Ну, смотрите, он не стесняется использовать слова, конечно же, здесь не совсем точно, он за словом в карман не полезет, он, ну, не так здесь перевел. Ну, какой-то катастрофической ошибки здесь не получилось, но это достаточно сложный оборот вот для такой модели. Дальше вроде бы здесь очень все похоже. Обратите внимание, просто если, конечно же, не использовать такие вот какие-то там крылатые выражения, которые, возможно, эта модель маленькая, да, она маленькая, она их может не знать, то в целом перевод получается достаточно логичный и точный. И перевод, скажем, какого-то описания генерации изображения будет вполне есть корректный, скорее всего. Итак, давайте выключим эту группу, забайпасим ее и включим вот эту вот группу. Здесь у нас перевод на китайский язык. Здесь мы выбираем Chinese. И здесь мы выбираем на русский язык. Исходный язык он определяет сам. А системный промпт дополнительно я здесь не пишу с какими-то оборотами, там, словарем. Но это тоже здесь можно сделать. Мы нажимаем «Перевести». Давайте посмотрим, насколько быстро на китайский язык это все будет переведено. 1,8 секунды и 2,1 секунды. Но опять где-то около 5 секунд у нас перевод занял. Двойной, то есть туда и обратно. Смотрите, сейчас много очень современных моделей, они именно китайские. И иногда переводить на китайский язык получается даже более точно для генерации изображений, поскольку модели все-таки, если китайские, они достаточно на большом объеме данных именно с китайского языка обучались, поэтому это тоже имеет смысл. Давайте прочтем, что у нас получилось здесь при переводе на китайский язык и обратно. Вчера я решил прогуляться по парку, чтобы освежить свой разум после долгого рабочего дня. Но, в принципе, освежить свой разум тоже здесь по логике, можно так, наверное, сказать. То есть проветрить голову, да, освежить свой разум, в принципе, и ничего вроде бы. Пока я шел, меня заставила задуматься мысль, насколько точно современные алгоритмы могут передавать человеческие эмоции. Смотрите, заставила задуматься мысль. Ну, это, конечно, да. На английском языке такого не было. А здесь, видимо, для модели сложнее немножко. Ну, так, короче, на русском языке не говорят. Это не совсем правильно. Возьмем простой пример. Фраза «он всегда говорит прямо». Тоже как бы не сходится как бы с тем, что у нас за словом в карман не полезет. Все-таки значение здесь совершенно другое. Но опять же, крылатое выражение какое-то, оно сложно переводится для этой модели. Здесь она просто знаниями этими не обладает. Не имеет никакого отношения к одежде. Да. К одежде действительно не имеет никакого отношения. Все-таки модель ориентируется не контекст, и с одеждой она это не связала, по крайней мере. Если перевести ее буквально, получается бессмысленная чепуха. Кроме того, существуют технические сложности. Например, системный администратор может сказать: сервер вышел из строя, нужно установить резервную копию. Но это нормально все здесь переведено. В принципе, дальше тоже перевод достаточно нормальный получился. Но сами можете оценить, насколько эта модель корректно переводит, насколько некорректно, и подходит ли эта модель вам, чтобы ее использовать в своих рабочих процессах или нет. Мне кажется, модель достаточно неплохая, ее реально можно использовать в рабочих процессах для генерации изображений
Мне кажется, и вполне хватит. Смотрите, но если не хватит такой модели, конечно же, есть еще и 7B модель, но она, естественно, будет уже подольше загружаться и работать. Но если у вас мощная видеокарта, то это будет тоже достаточно быстро. Давайте я вам покажу, как внедрить вот этот вот узел для перевода в любой ваш рабочий процесс очень легко. Если вы установили мои узлы, то просто дважды в пустом месте щелкаем, пишем здесь Orix и выбираем самый первый этот узел LM Studio Orix. А сюда его вставляем, а здесь мы можем сразу написать какой-то промпт, можем это так сделать, можем сюда подключить там какой-то другой узел, как вам это удобно. Например, на русском языке здесь мы, соответственно, выбираем вот эту вот модель HiMT, и здесь мы выбираем перевести на английский язык. Соединяем вот этот вот конечный generate text вот сюда вот. Если мы отсюда выведем, то здесь у нас будет немножко другое. Сейчас мы запустим, вы увидите, что выходит вот отсюда request LLM. Так, давайте еще вот отсюда тоже выведем текст, чтобы посмотреть, что у нас в итоге получится. Нажимаем Run, и у нас запускается переводчик. Давайте оценим, что у нас вот в этих вот узлах. Здесь у нас вот такой вот перевод получился. Очень быстро, видите, 1,7 секунды. А здесь у нас JSON формат обращения к LM Studio. Здесь вы можете посмотреть, как вообще этот узел обращается в LM Studio, что он у него запрашивает, в каком виде. На всякий случай, если вам интересна эта схема Asim Flux 2 Klein, я на ней некоторые тесты делал, мне она что-то не очень понравилась. Но если вам интересно, пишите в комментариях под этим видео, сниму отдельное видео по вот такой вот схеме. Смотрите, вот такой вот у нас результат получился на этой схеме с вот таким вот переводом. Если мы на китайский сейчас переведем, например, давайте зафиксируем вообще есть сид и переведем теперь на китайский язык, посмотрим на разницу. Итак, на китайский у нас вот так вот перевел, вот такие вот у нас иероглифы здесь получились. Ну, из китайского промпта у нас получилась вот такая вот генерация. По-моему, с английского было лучше. На всякий случай, давайте я вам сразу покажу, как этот узел можно использовать еще и по-другому. Мы здесь можем выбрать, например, модель Qwen 3 VL 4B для описания входных изображений. Этот промпт мы, соответственно, отсюда можем удалить в данном случае и выбрать description, описание входного изображения. Отсюда мы вытягиваем просто load image, входное какое-то изображение. Заходим, например, на Pinterest, очень популярный ресурс для различных изображений. Просто перетаскиваем изображение и все, нажимаем Run и дожидаемся описания этого изображения и генерации по этому входному изображению. Опять же, модель Qwen 3 VL 4B – это очень быстрая модель, она компактная, 10 секунд все же заняла для описания такого изображения. Вот такой вот у нас результат здесь получился. Ну и генерация получилась вот такая вот, ну это Asim Flux 2 Klein. Вот такая вот модель, поэтому, в общем-то, ролика по этой модели и нет. Честно говоря, если вы что-то здесь заметили, какие-то настройки, может, интересные есть, то обязательно напишите в комментариях про это. На этом, в общем-то, можно, наверное, заканчивать. Я хочу вас пригласить на свои ресурсы, телеграм-канал. Там я пишу различные новости, которые, на мой взгляд, кажутся интересные. Boosty — это большой проект, в котором много различных тем, рабочих процессов и очень подробная инструкция, чтобы у вас все максимально быстро получилось. Ну и если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, мне будет очень приятно, и другие пользователи тоже смогут это видео увидеть. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения, всем пока.